Ни для кого не секрет, что практически все инженерные системы, такие как отопление или же водопровод, монтируются с помощью полимерных трубопроводов. Самые популярные на территории СНГ – это полипропилен и трубы из сшитого полиэтилена. О полипропилене я расскажу как-то в другом видео, а сегодня я коснусь темы соединений для труб из сшитого полиэтилена. Меня зовут Евгений Семенчук. Итак, поехали! На рынке есть 4 основных типа соединений, фитингов для труб из сшитого полиэтилена. Это обжимной фитинг, пресс-фитинг, аксиальный фитинг, или его еще называют фитинг под натяжную гильзу, и пуш-фитинг. У каждого из этого вида есть свои преимущества и недостатки. Например, основные преимущества обжимных фитингов – это скорость, простота монтажа, а также низкая стоимость. Однако, напротив, они также имеют и много недостатков. Например, такое как наличие уплотнителей на штуцере фитингов, заужение внутреннего сечения, а также невозможность скрытого монтажа. Эти же недостатки присущи и пресс-фитингов, но кроме последнего, этот тип фитингов можно замоделировать в строительной конструкции, как в пол, в стены, но с другой стороны это соединение более надежное, чем обжимной фитинг. Третий вид фитингов – это пуш-фитинги. Способ соединения этих фитингов с трубой самый простой. Для этого необходимо просто взять фитинг, взять трубу и вставить трубу в фитинг. Также некоторые типы пуш-фитингов можно разбирать и повторно использовать. Однако на штуцерах все равно есть уплотнительные кольца, ну и стоимость таких фитингов она самая-самая высокая. И последний вид – фитинги аксиальные. Для них также нужен специальный инструмент, так как и для пресс-фитинга, но немножко другой. Также стоимость аксиальных фитингов не самая низкая. Однако все эти недостатки прикрывают большое количество преимуществ. Это быстрота и простота монтажа, возможность повторного использования, надежность фитинга, отсутствие уплотнительных колец на штуцерах фитингов, возможность скрытой прокладки, а также отсутствие заужения проходного сечения фитингов. Если же вы считаете, что последний аргумент незначителен, посмотрите на практическое сравнение пропускной способности пресс-фитингов и аксиальных фитингов. Именно поэтому популярность аксиальных фитингов растет с каждым днем. И именно о них я расскажу в этом выпуске. Рынок предлагает два основных принципиальных типа этих фитингов. Это по конструкции типа Rehau и Uponor. Они отличаются между собой способом монтажа. Соединение первого типа производится в несколько этапов. Первое – это одевание гильзы на саму трубу. Второе – расширение трубопровода. Потом одевание трубопровода на штуцер фитинга и натягивание гильзы на соединение. Для создания соединения второго типа шагов будет меньше. Для этого необходимо кольцо надеть на трубу, расширить кольцо и трубу и ставить их на фитинг. И все, соединение готово. Если сравнить эти две системы, то видим, что процесс соединения типа Uponor намного быстрее и проще, нежели Rehau. Однако, с другой стороны, прочность и надежность натяжной гильзы в системе Rehau оно немного выше, потому что материал для изготовления этой гильзы это латунь или прочный полимер PVDF. Для системы Uponor используется кольцо из обычного полиэтилена или же из сшитого полиэтилена. Далее я сделаю краткий обзор по производителям. Есть общеевропейские бренды, а также локальные игроки на территории России и Украины. Этот немецкий бренд является безусловным лидером этой трубопроводной системы. Он же также является и законодателем мод. От него пошла популярность на трубы сшитого полиэтилена PEX-A, а также многие локальные бренды, которые делают фитинги этой системы, как бы копируют систему Rehau. Успешность бренда обусловлена высоким качеством продукции, а также хорошей работой с профессиональными инсталляторами. Сразу после появления системы Rehau использовали латунные натяжные гильзы и латунные фитинги. Однако в последнее время бренд переходит на полимерные фитинги из полифенилсульфона PPSU, а также на натяжные гильзы из материала PVDF.
Это облегчает работу, монтажа, транспортировку, а также добавляет к самой системе дополнительную химическую стойкость и коррозионную стойкость. Если сравнить трубопроводы для этой системы, они будут больше, нежели для, например, напольного отопления. Возьмем, для примера, размер трубы 16 мм по наружному диаметру. Для системы напольного отопления труба будет иметь толщину стенки 2,0. Для аксиальных фитингов толщина стенки будет больше, 2,2 мм. Для больших диаметров разница будет еще больше. Максимальный размер фитинга в Рехау 63 мм. Также Рехау ввел и популяризировал такое понятие, как труба стабил с алюминиевым слоем. Она отличается от стандартной металлопластиковой трубы тем, что слой алюминия находится ближе к внешнему слою, нежели к внутреннему, как в стандартной трубе. Использование такой трубы повышает технические параметры всей системы, а также позволяет сократить количество соединений, используемых фитингов, за счет того, что поворот или изгиб можно сделать с помощью самой трубы. TC – это еще один немецкий бренд. Его популярность также обусловлена любовью к продукции многих профессиональных монтажников. Тип соединения такой же. Труба, которая применяется для создания этого соединения, также из сшитого полиэтилена, но сделанная по методу МЦ. Материал гильзы только латунь, однако фитинги производятся как с ППСУ, так и с латуни. Максимальный диаметр системы 63 мм. Этот известный польский производитель трубопроводных систем также имеет в своем ассортименте систему для натяжной гильзы. Точнее, не одну, а две. Кантерм Push и Кантерм Push Platinum. Они отличаются между собой только типом применяемой трубы. В первом случае это обычный, стандартный, сшитый полиэтилен. Во втором случае стабильная труба с алюминием. Главным отличием от системы Рехау является диаметр трубопровода. Основное отличие находится в малых диаметрах. В Кана они 12, 14 и 18 мм. Для больших диаметров они идентичны, 25 и 32. Кстати, последним диаметром и ограничивается максимальный диаметр системы. Однако по материалу Кан и Рехау предлагают идентичный продукт. Гильза это ПВДФ и латунь, а фитинги латунь и ППСУ. Этот финский гигант много лет был единственный конкурент Рехау, который предлагал на рынке другую отличную систему аксиальных фитингов. Это обеспечивало патент на их систему Quint and Easy. Однако этот патент несколько лет назад закончился, и многие конкурирующие компании стали предлагать в своем ассортименте аналогичные продукты. Однако многие пользователи запомнили и ассоциируют эту систему только с Uponor. Кроме простоты и быстроты монтажа, Uponor также может похвастаться дешевизной гильзы, так как она производится из обычного полиэтилена. Однако полиэтилен уступает по надежности латуни или же ПВДФ. Также хорошим ходом было создание разноцветной гаммы для натяжного кольца. Например, чтобы отличить систему холодной и горячей воды. Для горячей воды можно использовать красное кольцо, а для холодной воды синее кольцо. Также есть нейтрального цвета кольцо, это белого цвета. Материал фитингом латунь и ППСУ, максимальный диаметр трубопровода 75 мм. Эта итальянская компания предлагает в своем ассортименте аналогичную к Uponor систему Giacomini GX. Однако труба для этой системы предлагается из материала сшитого полиэтилена PEX-B. Этот материал имеет меньшую продольную стойкость к растрескиванию. Это важно, так как основа соединения составляет расширение трубопровода. Однако долгосрочную прочность системы Giacomini GX покажет только время. Кроме уже представленных компаний, также подобную систему имеет в своем ассортименте и много других европейских компаний, таких как Comap, Gertz, General Fittings и другие. Теперь рассмотрим российский рынок. Здесь есть много локальных сильных импортеров и местных производителей. Среди основных крупных игроков это MVI, Sonnext и Stout. Компания MVI предлагает систему аксиальный фитинг по типу как Rehau. В ассортименте имеются диаметры от 16 до 32 мм. Материал гильз и фитингов это латунь CW617N. Трубопроводы используются из сшитого полиэтилена PEX-A. Весь перечень продуктов изготавливается в Китае, однако в целом система очень достойного высокого качества. Компания Stout предлагает такой же тип системы, как и MVI, по типу Rehau. Единственным отличием двух систем является тем, что у Stout есть труба
по типу Stabil. Фитинги для бренда Stout производит итальянский производитель General Fittings. Sanext имеет в своем ассортименте оба типа аксиальных фитингов. Это Sanext и Sanext Light. Ассортимент ограничивается размером 63 мм. В первом случае гильза изготавливается из материала латунь, то есть латунная, а во втором случае это шитый полиэтилен PEX-A. Трубы бренда Sanext изготавливаются израильским заводом Голан. Рынок же Украины не так насыщен предложениями, как это представлено в России. Из интересных вариантов это компания HitPEX. Она имеет в своем ассортименте фитинги из двух материалов. Это латунь и ППСУ. Также гильзы производятся также из двух материалов. Это латунь и ПВДФ. Максимальный диаметр 32 мм. В ассортименте также есть и труба Stabil. Стоит отметить, что большинство изделий изготавливается в Испании. Кроме компании HitPEX еще есть и другие, такие как FADA, Рафтек, Альфа-Ч и другие. Надеюсь, что эта информация была для вас полезной. Если так, то обязательно ставьте лайк и не забывайте подписываться на мой канал. А пока на этом все. Всем спасибо и до новых встреч.